Канал Валерия Табакова представляет. Украина готовит возмездие Трампу, Венсу и Путину. Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня мы обсудим события, произошедшие 28 февраля 2025 года в овальном кабинете Белого дома. История отношений Украины и США представляет собой череду обманутых ожиданий, предательств и разочарований, кульминацией которых стали события 28 февраля 2025 года, когда президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Венс публично унизили исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского. Эта цепь событий, начиная с развала СССР и заканчивая нынешним кризисом, обнажила циничное пренебрежение США своими обязательствами перед Украиной, особенно с учетом Будапештского меморандума 1994 года. Разочарование в американской поддержке и внутренние противоречия, вызванные языковой политикой, подтолкнули Украину к радикальному шагу – подготовке ядерной атаки на Россию как ответ на многолетние угрозы и предательства. 28 февраля 2025 года Трамп и Венс обвинили Зеленского в недостаточной благодарности народу США за все те благодеяния, которые США оказали народу Украины. Давайте, друзья, прямо сейчас восполним этот ужасный пробел в действиях Украины. И прямо сейчас выразим должную благодарность народу США от нашего лица, то есть от лица народа Украины, чем воздадим должную честь плодам нашей многолетней дружбы и сотрудничества. Первое. Украина чрезвычайно благодарна народу США за его роль в развале Советского Союза в 1991 году, который, хотя и принес независимость Украине, но в результате оставил страну в состоянии экономической и политической уязвимости, бросив ее на произвол судьбы без реальной поддержки в переходный период. Второе. Украина крайне благодарна народу США за то, что он убедил руководство Украины поверить в честность великого американского народа и отказаться от своего третьего в мире ядерного арсенала в рамках Будапештского меморандума 1994 года, пообещав взамен гарантии безопасности, которые в действительности оказались пустыми словами и звоном бубна, оставив Украину беззащитной перед лицом будущей агрессии. Третье. Украина нижайше благодарна народу США за отсутствие его реакции на оккупацию Россией в 2014 году Крыма, когда вместо решительных действий, предусмотренных Будапештским меморандумом, со стороны Великой Америки последовали лишь мягкие санкции и пустые декларации, позволившие России безнаказанно нарушить международное право. Четвертое. Украина не устает благодарить народ США за поддержку Украины во время российской аннексии Донецка и Луганска, когда американский народ предпочел роль наблюдателя, оставив народ Украины один на один с российским агрессором, несмотря на свои обязательства защищать территориальную целостность Украины. Пятое. Украина повторно выражает свою благодарность народу США за молчаливое принятие российских псевдореферендумов в Запорожской и Херсонской областях в 2022 году, которые Россия использовала для
легитимизации оккупации территории Украины, в то время как США ограничились комариными санкциями, не способными остановить российскую агрессию. Шестое. Украина раскланивается в благодарности народу США за 6-месячную задержку поставок оружия на 60 миллиардов долларов в 2024 году, когда в критический момент войны под давлением Трампа и республиканцев помощь Украине была заморожена, ослабив позиции Украины на фронте и дав России стратегическое преимущество. И, наконец, Украина искренне благодарит народ США за то публичное унижение исполняющего обязанности президента Украины Зеленского 28 февраля 2025 года, когда Трамп обозвал его диктатором без выборов, а Венс обвинил в неблагодарности, превратив в фарс и потасовку дипломатический протокол переговоров Трампа и Зеленского и окончательно подорвав доверие между народами США и Украины. Поведение Трампа и Венса, друзья, заслуживает самого резкого нашего с вами осуждения. Циничность президента США и вице-президента США и их попытки превратить поддержку Украины в коммерческую сделку, где редкоземельные металлы выглядят 30 серебряниками и ценой за откровенное предательство народа Украины в рамках обязательств народа США по Будапештскому меморандуму. Президент США Трамп, унижая Зеленского, продемонстрировал полное пренебрежение к моральным принципам, а вице-президент США Венс, обвинив Зеленского в неблагодарности, очевидно усугубил это позорное поведение американского лидера. Действия Трампа и Венса – это не просто дипломатический конфуз, а осознанное нарушение обещаний, данных США в 1994 году, под которыми стоит подпись президента США Билла Клинтона. Вместо защиты Украины, ставшей жертвой российской агрессии, Трамп и Венс пытаются конвертировать плоды своего предательства в средства для достижения своих политических и экономических целей, подрывая доверие международного сообщества к народу США как надежному партнеру. С другой стороны, позиция Зеленского, несмотря на унижение, остается образцом стойкости. Его требования, гарантия безопасности и уважение к суверенитету Украины полностью оправданы, особенно в свете обязательств США по Будапештскому меморандуму. Зеленский, отказываясь от сделки, которая сделала бы Украину сырьевым придатком своего предателя, защищал национальные интересы и будущее народа Украины. Его принципиальность делает его достойным высочайшего уважения и поддержки. Европейские лидеры Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Дональд Туск по отношению к этому безобразному поведению американских лидеров показали себя надежными союзниками народа Украины. После конфликта во время переговоров 28 февраля 2025 года они осудили позицию и Трампа, и Венса, подтвердив свою солидарность с Киевом. Фон дер Ляйен назвала действия США ослаблением глобальной солидарности. Макрон подчеркнул, что нельзя путать агрессора и жертву. А Туск написал: «Дорогой Зеленский, вы не одиноки». Этим европейские лидеры продемонстрировали свою приверженность международному праву и моральным принципам, что заслуживает уважения. Учитывая многолетнее
многоэтапное предательство народа Украины со стороны народа США, начиная с пустых обещаний по Будапештскому меморандуму и заканчивая публичным унижением Зеленского, становится очевидной необходимость возмездия. Это возмездие не должно быть слепой местью, но справедливым восстановлением национального достоинства народа Украины. Народ США, нарушив свои обязательства перед народом Украины, не только подорвал доверие народа Украины к народу США, но и поставил под угрозу безопасность Украины, не только оставив ее один на один с агрессором, но и явно поддержав российских ублюдков. Возмездие может выражаться как в дипломатическом, так и в экономическом давлении. Украине предстоит пересмотреть свою зависимость от американской помощи, укрепляя связи с Европой, которая демонстрирует неослабевающую солидарность. Публичное осуждение действий США на международной арене, включая ООН, может стать способом привлечь внимание к моральному банкротству народа США, как бывшего лидера свободного мира, руководимого Трампом и Венсом, торгующими уже своей полностью дискредитированной репутацией. Публичное унижение Зеленского и многолетнее игнорирование обязательств США подтолкнули Украину к радикальному шагу. По данным анонимных источников, народ Украины начал подготовку к ядерной атаке на Россию как крайней мере для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Разочарование в обещаниях США по Будапештскому меморандуму, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, привело к выводу, что только восстановление ядерного потенциала сможет обеспечить выживание народа Украины как нации. Несмотря на отсутствие официального подтверждения, слухи о разработке ядерного оружия вызвали как тревогу, так и понимание в международном сообществе, подчеркивая то, к каким катастрофическим последствиям может привести предательство союзников. Единственным инструментом врагов Украины для достижения внутринационального разобщения народа Украины остается разделение народа Украины по языковому признаку. Четко уловив больную мозоль языковой политики Украины, президент США сразу после стычки с Зеленским подписал указ о признании английского языка официальным языком США, потроллив этно-нациоцентристскую политику Украины. Украина долгие годы пыталась использовать языковую политику как инструмент восстановления самоуважения этнических украинцев, продвигая украинский язык как символ идентичности и независимости угнетенного в прошлом украинского этноса. Однако эта политика, которая вроде бы должна была укрепить единство, обернулась трагическими последствиями, включая культурное и социальное отчуждение русскоязычных граждан, а в некоторых случаях их дискриминацию и даже геноцид. Псевдосплочение на основе языкового доминирования не оправдало ожиданий, вызвав внутренний раскол и усилив напряжение в украинском обществе, особенно на востоке и юге страны, где русскоязычное население составляет большинство. В отношениях с США, которые должны были стать союзником в борьбе за независимость, эта политика также не принесла ожидаемого результата. Американский прагматизм под руководством Трампа и Венса оказался глух к усилиям Украины на псевдокультурной и псевдосимволической основе, а унижение Зеленского 28 февраля 2025 года стало болезненным уроком того, что даже самые мощные этнонациональные символы игнорируются в мире, где правит выгода.
История псевдоподдержки США от развала СССР и ядерного разоружения Украины до отсутствия реакции на оккупацию Крыма, аннексию Донбасса, псевдореферендумы в Запорожье и Херсоне, задержки поставок оружия в 2024 году и публичного унижения Зеленского в 2005 – это история предательства. Лидеры США Трамп и Венс, цинично игнорируя обязательства по Будапештскому меморандуму, заслужили за свой цинизм справедливое осуждение. Зеленский и лидеры ЕС, напротив, заслуживают поддержки за принципиальность и приверженность нормам международного права. Разочарование в США подталкивает народ Украины к радикальному шагу – подготовке ядерной атаки на Россию, что приведет к неминуемой катастрофе. Вина за эту атаку полностью ляжет на Трампа, Венса и Путина. В этих условиях возмездие становится необходимостью, но не как месть, а как средство восстановления справедливости. Украине же предстоит укреплять связи с Европой, публично осудить предательство США на международной арене и найти новые пути защиты своего суверенитета для того, чтобы голос народа Украины наконец был услышан. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.